Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 21 марта. Мы проводим промежуточный выпуск. Сразу хочу обратиться к нашим уважаемым зрителям и слушателям. Если вы нас поддерживаете, поставьте, пожалуйста, лайк к этому видео. Можете поставить лайк авансом, можете поставить лайк в конце, без разницы. Это поможет продвижению наших материалов. А также напишите, пожалуйста, комментарий. Как минимум 5 слов. Если есть желание, слова поддержки, если есть возможность сформулировать что-то другое, пожалуйста. Это поможет, опять-таки, продвижению наших материалов. Так, а мы с вами начнем. Си Цзиньпинь встречался сегодня очередной раз, ну, очередной, я имею в виду после вчерашнего, еще один раз с Путиным, встречался с Мишустиным. Итоги пока подводить рано, мы частично итоги подведем, частично, еще раз повторяю, завтра в выпуске в телеграм-канале. Мы планировали сегодня такие промежуточные итоги, но пока решили перенести на завтра. Сегодня мы с вами обсудим несколько другие темы. Ну, немножко обсудим опять-таки, о чем говорили Путин и Си Цзиньпинь. Си Цзиньпинь в основном слушал, это было вчера. Сегодня Си Цзиньпинь делал свои предложения. Какие предложения, мы об этом расскажем. А вот Путин совсем расслабился и решил уже полностью, что называется, лечь под товарища Си. Последние 20 с небольшим лет Путин в основном привыкал на кого-то ложиться. Ну вот теперь пришлось лечь и под кого-то, под товарища Си. Путин заявил, что Россия готова переходить на юани в торговле с другими странами. То есть не только в торговле с Китаем, но и с другими странами. Россия постепенно под руководством Владимира Путина, ну как постепенно, молниеносно практически, галопом, если так можно выразиться, скачет в вассалы Китаю. Просто вассалы. Будет придаток Китая России при Владимире Путине. Владимир Путин делает для этого все возможное и невозможное. Перейти с другими странами в торговле в юане, даже не в долларе, не в евро, а в юане. Это, конечно, большой шаг. Мог бы стать на колени и поблагодарить товарища Си за то, что разрешил торговать за юани. Ну, то ли еще будет, что называется. Так, теперь перейдем к еще интересным событиям. Подтверждается наша информация о том, что планируют донабрать, давайте так охарактеризуем, в российские вооруженные силы 500 000 человек, подтверждают многие, немножко варьируется цифра от 400 тысяч до 500 000. Мы уверяем, что эта цифра на сегодняшний день 500 000. Донабрать. Это пока не столько мобилизация тоже идет, мобилизация скрытая, но сейчас будут уговаривать всех, кого зовут в военкоматы, будут уговаривать по контракту, подписать контракт, вернее, на военную службу. Служба по контракту – это еще, конечно, то удовольствие в российской армии. Получать порядка 40 тысяч рублей, это даже не мобилизованные, которые получают, в принципе, прилично. В принципе, еще раз говорю. Неприлично себя ведут, но получают очень немало. Так вот, служба по контракту подразумевает зарплату в 5 раз практически меньше. В 5 раз меньше, чем мобилизованные. Ну, как вы считаете, много людей побежит служить по контракту? Все, кто мог, и все, кто хотел служить по контракту, те, кто хотел заключить контракт на службу в вооруженных силах, они уже заключили. Это было еще в прошлом году. Мы знаем, что в основном воевали контрактники и добровольцы, так называемые. Так вот, контрактники постепенно закончились. Потому и нужна была мобилизация, что контрактников обдулили. И вот новая идея, нужны контрактники, подешевле. Не так, смотрите, да, Владимир Путин убивает не всех подряд, а 2 зайцев, я в этом смысле. Убивает 2 зайцев, во-первых, собрался набрать 500 тысяч,
А во-вторых, служба по контракту сразу же перекрывает финансовые проблемы. То есть, ну, я понимаю, что можно и мобилизованным ни хрена не платить, извините, но вот контрактника можно не платить в 5 раз меньше. Что называется, и рыбку съесть, и еще посидеть где-нибудь. Путин собирается. Не в Гааге, пока не в Гааге, но то ли еще будет, еще раз подчеркнем. Так, Си Цзиньпинь, вернемся еще немножко к Си Цзиньпиню с Путиным. Си Цзиньпинь, заметьте, опять-таки, давайте к тостам, да, которые произносили лидеры. Путин произнес тост за все хорошее против всего плохого. Я, конечно, шучу. А Путин произнес тост за здоровье Си Цзиньпиня, а Си Цзиньпинь произнес тост за вечную дружбу российского и китайского народов. Ну, более глубокий тост. Тут, конечно, еще раз можно сказать, что Путин мог бы и на колени стать, желая Си Цзиньпиню всего хорошего и здоровья. Так, в мэрии Москвы сотрудникам раздали электронные ключи от входа в бомбоубежище, а также раздали брошюрки и провели инструктаж, как прятаться во время бомбардировок. Интересная ситуация, правда? Совсем недавно Киев за 3 дня брали, а теперь сотрудникам мэрии Москвы рассказывают, как прятаться от бомбежек. Да, Путин семимильными шагами куда-то движется. Я просто удивлен, почему большинство россиян не понимает, что движется он не сам, что движется он со всей нашей страной. Куда-то движется в какую-то даже не пропасть. Это даже не пропасть. Это какая-то громадная всеобъемлющая задница. Мог бы сказать хуже, но пока не буду. Вчера, давайте немножко, опять-таки, немножко сумбурно сегодня рассказываю вам. Давайте еще немножко вернемся к вчерашнему беседе Си Цзиньпиня и Владимира Путина. Вчера Владимир Путин рассказывал Си Цзиньпиню свое видение ситуации, рассказывал долго, рассказывал часами. Си Цзиньпинь в основном слушал и наблюдал. Делал какие-то свои поправки, вносил свои коррективы, а также задавал наводящие вопросы. Путин просил прежде всего, конечно, военную помощь, аргументировал это глобальным противостоянием с Западом и так далее, и так далее. Путин идиот. Путин считает, что Си Цзиньпинь идеологически настроенный человек, что для него идеология выше каких-то других вещей, ну, например, инстинкта самосохранения, чувство прекрасного, рационально мыслить. Путин считает, что Си Цзиньпинь не может. А нет, вот может. Исходя из тех вопросов, которые задавал Си Цзиньпинь Путину, ну, понятно, что быстрой помощи России точно не будет, российскому руководству. Быстрой помощи. Речь идет о затягивании войны со стороны Китая. Китаю выгодна затяжная война в Украине, чтобы Россия исчерпывала свои ресурсы военные, чтобы все больше и больше зависело от Китая. Китай будет помогать, видимо, будет помогать продукции двойного назначения практически однозначно. Китай будет... Военная помощь напрямую пока, еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день нерешенный вопрос. Нерешенный. Это вопрос обсуждаемый. И трудно предполагать, что этот вопрос не будет обсуждаться. Конечно, этот вопрос обсуждаем. Нет ответа с китайской стороны на сегодняшний день однозначного нет. Даже минимальная поддержка вооружениями пока не обозначена. Еще раз подчеркиваю, пока не обозначена. Китай всегда долго принимает решения, Китай играет долго и всегда долго принимает решения. Путин торопится. Путин уговаривал Си Цзиньпиня помочь быстро и сейчас. Си Цзиньпинь пока не готов. Ну, в принципе, все ожидаемо. Все ожидаемо. Так, мы с вами уже практически 10 минут в эфире. Давайте перенесем итоги визита на завтра. Завтра у нас в телеграм-канале появится материал с промежуточными итогами. И завтра вечером в нашем ролике мы с вами обсудим уже
итоги полноценно. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, мы работаем для вас. Любовь спасет мир. Я об этом говорил и буду говорить всегда, я в этом уверен. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.